Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Ближайшие события. Давайте узнаем, что же произойдет в ближайшие дни. Или буквально, может быть, у кого-то со дня на день. Мне иногда пишут, что у меня это уже произошло. Кто-то наоборот пишет, ну а это у меня не совпадает, ничего подобного. И такое тоже допускаю. У кого-то растягиваются решения тех или иных вопросов. Поэтому я в нашем видео специально не ставлю конкретных сроков. Мы все разные, будем реалистами. Но все же, как альтернативный вариант развития событий рассмотреть стоит. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И карты старинного цыганского пасьянса никогда не знаешь, что-то там совпадет. Рандомное значение. Давайте будем узнавать. Какие-то подсказки, я думаю, будут. А вы попробуйте переложить на то, что нам будет показывать, будут, точнее, карты пасьянса, как вы эти значения можете переложить, вот эту метафору, на то, что в вашей жизни происходит прямо сейчас. К чему все идет, да, в конечном итоге. Если мы говорим, дыма без огня не бывает. Ну вот смотрите, молния– это какое-то внезапное известие. Это может быть и как получение бумаги, какой-то важного документа. Это может быть и в средствах массовой информации, вы что-то услышите. И не всегда это направлено непосредственно на вас, но, может быть, придется с чем-то взаимодействовать, решать какие-то вопросы. Может быть, и звонок какой-то. Такое тоже бывает. А вот смотрите, у вас выпадает еще и голубь. Голубь– это благополучие, причем такое, знаете, общее благополучие. Даже если что-то начинается, ну, как криво, непонятно, как к этому относиться, все-таки молния, мы не знаем, с чем мы столкнемся, то благополучие все равно все закончится положительно. Может быть, наоборот, какое-то известие, которое способствует для того, чтобы вам решить свой вопрос. Но вполне вероятно, мы должны так вот активно что-то или действовать, или сотрудничать, может быть, даже придется, да. Смотрите, тут вам как будто молния укрепляет ваши позиции. Все-таки это якорь, это стабильность, это надежность и благополучие. Наверное, в нашем сложном периоде жизни, если мы говорим, что мы живем в эпоху перемен, как якорь, так и голубь, ну вообще это еще значение мира, гармония, эмпатия, мои дорогие, что-то добро-хорошее. И вот такие два значения, пусть все будет хорошо, так и хочется сказать. Пусть везде воцарится мир, мои дорогие стрельцы, ведь правда. Ловите момент, может быть, кто-то. Я допускаю, что не для всех, но тем не менее. Вот начинается, да, с молнии. Потом смотрите, тут действительно как стабилизируется какой-то вопрос. Может быть, и ваше понимание по какой-то теме. Или то, чем вы занимались, ну, извне приходят сообщения, события, с которыми от вашего правильного взаимодействия выравнивается как и ситуация. И вот у вас выпадает корабль, один из символов Меркурия, но в этом пасьянсе исполнение желания. Ну уж на 100% или нет, я не берусь судить, но то, что что-то хорошее стремится в вашу жизнь, как на пороге каких-то добрых событий. Вы, кстати, можете сомневаться. Вот смотрите, у вас выпадает месяц. И это не есть что-то конкретное. Это наше, ну вот, сомнение. Или когда мы, ну, как-то, может быть, и по-своему представляем, что нужно сделать именно так. Будьте аккуратны, потому что скорее всего, раз уж мы заговорили об эпохе перемен, от нас будет очень важно и в ближайшее время планетарные транзиты таковы, они требуют от нас, чтобы мы перестроились. В каком плане? Прежний метод, как вы решали вопросы, или, может быть, даже по работе что-то, да, он может не сработать. Возможно, это через контакты, как вы устанавливали контакты, каким образом вы договаривались, выстраивали диалоги. Тут, скорее всего, нужно и самому быть гибче. Это требует и от нас какой-то внутренней перестройки, новой самоорганизации. Почему я так говорю? Потому что очень часто как раз и сопровождает месяц, это, знаете, как что-то между светом и тенью. Это и есть, может быть, наши
как и сомнения или какие-то предчувствия, а конкретика, она, скорее всего, какая-то другая. Есть тема, которая пока еще не раскрыта полностью. Мы не видим, как это, во что это выльется. И в этой теме, скорее всего, присутствуют либо люди какие-то, да, или решения людей, с которым ваши контакты сопряжены, или, может быть, это в обстоятельствах на более глобальном уровне. Поэтому и нужно для себя какой-то узкий фарватер проложить, и действовать придется, я такое могу допустить, как-то по-другому. Иначе мы же хотим, чтобы наше желание осуществилось. Поэтому, как минимум, дипломатия нам помогает. И у вас выпадает открытая книга. Это значение в пасьянсе означает высокие инстанции, какие-то учреждения, чиновники, официальные лица, может быть, и учреждения образования, ну, разные учреждения. Но это когда мы контактируем именно с теми людьми, которые призваны решать какие-то вопросы. Но здесь может быть банально, даже кто-то пойдет, ну, по квартплате решать вопрос, правда? Все-таки мы все разные, а у кого-то здесь будет стоять карьера, и, может быть, вам придется контактировать не просто с руководителями больше в ближайшие дни, а с руководителями руководителей. То есть все зависит от наших поставленных задач. И пока я с вами говорю, смотрю, что у нас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем сложить значения в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. И у вас совпадает узел, прочная связь. Это свидетельство о каком-то конкретном человеке или сотрудничество, контакты, они будут продолжены. Может быть и прочное, да, вот на кого вы можете опереться. То есть какое-то дело вы можете задумать, и как минимум есть одна персона, которая либо вам помогает, либо ваш единомышленник. Ну, я так могу предположить, по крайней мере. Смотрим, что еще у вас совпадает. Тут может быть даже не одно известие, мои дорогие стрельцы. Я надеюсь, это видно. Да. Если мы сложим предпоследний ряд, выпадает колокол. Это тоже известие. Но это как колокол. Это опять же, как в средствах массовой информации. Это то, что не влияет непосредственно на вас. Но на вас не направлено. Но требует вашей реакции или вашего взаимодействия. Вот от этого не уйдешь. И вы знаете, это действительно может быть даже у нас иногда один день, 2 дня, стоит целого месяца, так быстро разворачиваются события. Ну или нам приходится быстро собраться, куда-то поехать, отправиться, потому что тут как будто мы не можем отложить на потом. Я вижу так, потому что и книга, и колокол– это именно, ну, может быть, и какое-то сообщение, получение документа по почте, или вот, ну, самые разные такие моменты, и пусть это у кого-то даже по работе. Но, значит, что-то вы тут должны корректировать, скорее всего. Или это откроется возможность, опять же, все-таки я вижу тут более позитивные моменты, потому что якорь, голубь и корабль. И знаете, корабль, один из символов Меркурия, это не только исполнение желаний, а есть еще такой момент, когда много информации будет. И когда нам самим нужно быть легкими на подъем. Поэтому скучать, я так вижу, в ближайшие дни, мои дорогие стрельцы, некогда будет. Ну вот как-то так активно. Но для вас это как раз и плюс. Да и сомневаться тут для вас, наверное, не самое будет правильное, чтобы не было искаженного восприятия. Но внутренне себя перестроить, скорее всего, придется, как будто научиться жить по-новому. Может быть и так. Очень вовремя перевернулась карта Иерофант. Это карта законника, с одной стороны. С другой стороны, это опять же какие-то инстанции, система иерархии сама по себе. Это могут быть и чиновники, учреждения образования, или контакты с людьми, и вы их, скорее всего, не исключите. Почему? Потому что это нам как именно по судьбе дается какая-то ситуация, но я вижу возможности. Давайте спросим у карт Таро ваше настроение. Общий фон. Ближайшие дни. Король жезлов. По сути, где-то ваша карта. Король жезлов – руководитель сам по себе.
Это огненный знак зодиака. Может быть, тут, кстати, и личная жизнь. Вы что-то обустраиваете, обустраиваете свой дом. И тоже где-то согласование или какие-то контакты с людьми, либо наделенными властью, либо, может быть, вы хотите что-то реструктурировать в своем жилище, и вам для этого будет необходим специалист. Потому что по королю жезлов это, с одной стороны, идейный, харизматичный лидер, но это могут быть именно ваши желания что-то обустроить или решить какой-то вопрос или тему, продвинуть, развить. Ну вот все-таки есть такой момент. А у кого-то страстная любовь. Вот, кстати, и такое может быть. Давайте посмотрим, с чем это связано. Но это решимость. С каким-то вопросом, вот, наверное, как вот этот месяц, вот эта луна, верховная жрица, буквально на месяце. Это то, что где-то в складках между светом и тенью. Я об этом говорила, уже не повторяюсь. Слушайте свою интуицию. У кого-то, может быть, даже в личной жизни очень такой интересный, страстный, может быть, даже и влечение, не побоюсь, к женщине, мои дорогие мужчины, к той женщине, которая для вас, ну, как что-то непознанное. Она в других совершенно энергиях, нежели вы. Это ваше настроение вас как побуждает исследовать иррациональное. И это будет уже влиять ко всем. Мои дорогие девочки, может быть, это у вас есть такое тоже, или партнер, партнер по браку. И я могу сказать, что с картой Верховная Жрица есть возможность как и примириться, так и важные разговоры какие-то внутри своей семьи провести на откровенность, может быть, на чистоту, прояснить то, что было как раз скрыто, но и при этом все-таки себе не навредить. Тут самое главное не выносить вердикты, потому что карта Верховная Жрица все же это то, что не познано, но это и та, которая все знает. Вот здесь вот будет по-разному, поскольку это такой сложный старший аркан. Здесь есть и то непознанное, когда мы не знаем, как подступиться к решению какого-то вопроса. Да, по королю жезлов мы полны энергии, и тут уже не важно, кто меня смотрит. Мы хотим, опять же, какую-то тему либо завершить, наоборот, может быть, кто-то продвинуть к разрешению какой-то, да, может быть, наболевшего вопроса или то, что вас замучило. Но пока еще методы мы не знаем. Опять же, не основывайтесь на каких-то своих прежних убеждениях. Здесь, скорее всего, не все так однозначно. Есть тут и, может быть, хитрость чья-то, может быть, и вы кому-то не верите. Тут, вы знаете, мы все разные. У кого-то, например, даже в ближайшие дни, ну, просто, да, есть отдых или отпуск. Кто-то пытается последние теплые деньки застать лето и отдохнуть. Может быть, это будет связано даже с какой-то поездкой или домашними делами. И здесь вы что-то будете и прояснять, и делать. Может быть, есть и те моменты, которые вам будут не совсем понятны, вот по семерке мечей. И тогда, скорее всего, вы будете что-то улучшать и при этом понимать, что нет, тут надо как-то некоторые вопросы, ну, в обход решать. Может быть, самим придется где-то мудро подходить к решению некоторых задач. Но ведь кто-то может и столкнуться, вот как в этой карте девушка прильнула к своему спутнику. Глаза закрыла, она не видит, что вокруг происходит. Будьте бдительны, мои дорогие. Будьте внимательны к паролям аккаунтов, особенно в это время. Уран в близнецах и много информации. Здесь и на вас могут воздействовать. Допустим, даже не проболтайтесь, к примеру. Вот есть такие ну, наверное, в разных регионах, но, насколько я знаю, даже это есть и в европейских странах, например, такое присутствует. Вот я сама в Беларуси нахожусь. У нас постоянно идет предупреждение, будьте внимательны, когда вам кто-то звонит на телефон и предлагает вам назвать номера своей карты, например, да, или номера паспорта, вот такое. И выдает вам под разными предлогами. Поэтому будьте внимательны. Вот мошенничество какое-то нельзя никак пропустить. И, может быть, вы владеете какими-то мессенджерами, да, они у вас установлены. Через мессенджеры это может приходить много информации, много спутанной. Поэтому себя нужно сохранить, когда выпадает вот такая карта в орешке семерка мечей или как какие-то чьи-то манипуляции. Поэтому будьте мудры, мои дорогие. Ну, на всякий случай пароли перепроверить все-таки стоит. Но, видимо, у каждого по-своему.
потому что каждый себя сохраняет тоже как-то по-своему. Вот нам и говорят, тут есть, может быть, и на самом деле то, что скрыто. Поэтому нельзя никак по верховной жрице допустить какой-то ляпсус. Дайте себе время подумать. И если даже вы сталкиваетесь с чем-то, ну, не совсем вам ясным, а, положите, допустим, трубку телефона, если это происходит, да, вот именно по телефону вам что-то непонятное предлагают. Или отступите, скажите: «Я подумаю», но не разболтайте себе что-то очень важное или где-то что-то не прошляпить. Все-таки я вижу вот эти две карты, они даже где-то предупреждают. А король жезлов будет говорить в данном случае, да, если вот мы именно вот такую со знаком минус мы рассматриваем ситуацию. Я должна это предупредить, потому что это настроение. Так вот, настроение будет хорошее. Настроение это хорошее, вы уверены. А под этой уверенностью или какой-то новостью, предложением, или даже каким-то звонком будет скрываться обман. Будьте внимательны. Ладно, давайте посмотрим, что прояснится. Ну, для людей более таких динамичных, да, тут тоже будет не оплошать важно, потому что не всей правды, точнее, не всю правду вам расскажут, не все вы услышите. Так вот, что прояснится у вас в ближайшие дни? Рыцарь жезлов, в принципе, будьте готовы к неожиданностям, мои дорогие стрельцы. Может быть, и придется куда-то быстро, срочно отправиться, прояснять какие-то вопросы. К вам может и приехать какой-то человек, или вы можете встретиться с таким человеком внезапно, понимаете? Вот, может быть, и у вас тут что-то подобное может проиграться. И неважно, что вам тут транслируют. Вы знаете, ваша сильная сторона – это правда. Когда вы отталкиваетесь от истины. И поэтому, если есть какой-то спорный вопрос, тема, разузнайте, подстрахуйте сами себя. Но к неожиданностям быть готовым нужно. Будет какое-то противостояние. Пятерка жезлов – карта информационного хаоса. Я об этом говорила. Вот какая-то путаница. Вам как будто дают совет. Ты лучше даже куда-то съезди, например. Разберись. Узнай, как работает в отношении тебя закон. Или сделай, допустим, вам даже кто-то позвонил, а вы перепроверьте эту информацию. Доверяй, но перепроверяй. Тут, правда, все зависит от вас, что вы захотите прояснять. А чему вы доверитесь? Вот это так. По пятерке жезлов я не могу сказать, что идут люди, которым мы можем доверять. Но все же призывает вас, призывают, точнее, карты Таро, быть бдительным, мои дорогие стрельцы. Ладно, пойдем дальше. И личная жизнь, любовь. Ну, или любовь в паре, взаимоотношения. Ну вот нам снова продолжает все то, что я сказала. Второй рыцарь. К вам на дом как может прийти какой-то человек, может быть. Если вы занимаете руководящую должность, мы можем столкнуться с какой-то новостью. Иногда по рыцарю мечей проверяющие приходят. Вот этот момент тоже. Но, опять же, доверяй, но проверяй. Эта карта очень хороша, когда мы ищем истину, и мы ее находим. Здесь может быть и ваша какая-то тайна. Вот уже теперь я смотрю на все выпавшие карты. Если вы что-то скрывали, то тут тоже тайное может стать явным, причем внезапно. Может быть, и для вас какая-то тайна откроется, но все же э, быть благоразумным, перепроверить что-то нужно. Потому что здесь будут и манипуляции. Вам могут пытаться как закрыть глаза на что-то или ослабить вашу бдительность. Но, по крайней мере, этот момент допускайте на личную жизнь. Но это не обязательно про любовь. Вы знаете, вот вам нужно быть очень внимательным к своим деньгам. Ну, это, наверное, все то, что я сказала, в том числе и в семье. Может быть, это даже вот все то, что я долго говорила, это связано, ну, с кем-то из ближайших родственников. Может быть, это вам кто-то будет вот такую новость. Может быть, это кто-то попал в какую-то, ну, не совсем интересную или благоприятную историю, будет просить вашей помощи. Я вот такое тоже не исключаю. Все-таки мы все разные. Но вот нам карта говорит, правда, да, истину, которую ты должен выяснить или прояснить, или найти, а рядом девятка пентаклей. Это карта вашего благополучия, изобилия, процветания где-то и отдыха, и возможностей. Шикарная карта, но все предыдущие как будто говорят,
Стрелец, сохраняй себя. И поэтому не совсем тут нам про чувства на личную жизнь. И личная жизнь не только про любовь, это еще и наши достижения. А кто-то из вас с головой идет в работу. Ну, увы, так тоже я могу предположить. Ладно, давайте посмотрим, а что же по работе. Ну вот правда, какие-то прежние контакты. Здесь эта карта ностальгии, но иногда это будет говорить о том, что доведется, может быть, встретиться еще раз с тем человеком, которого вы знаете. Может быть, это и прежний проект, который вдруг воскреснет с новой силой. Да, вы станете на выборе. Вот по работе какой-то выбор. Может быть, это очень добрые, кстати, карты. Посмотрите у вас на работу. Я допускаю, что многозадачность или сложная тема будет на работе. Вот, кстати. И тогда вам тоже словно так вот, может, и придется бочком в каком-то узком коридоре словно и себе не навредить, но и не сказать лишнего. Вот такие даже контакты вам придется осуществлять. И к этому будьте готовы, мои дорогие. Но тогда для вас какой-то красивый узор. Опять же, это выравнивается. Перед выбором вы будете стоять. Отчасти шестерка чаш мы ведь тут тоже учимся жизни. Вообще это добрая карта, но иногда мы можем и замечтаться или застрять в собственных воспоминаниях. Вот поэтому бдительным быть стоит, да. И если нам, может быть, и помогает какой-то человек, которого мы прежде знали, или какая-то тема будет лежать во взаимных контактах, опять же, с теми людьми, кого вы знаете, рассмотреть стоит. Для кого-то это все равно может быть какой-то выбор. А для тех, кто в паре, мои дорогие, или для тех, кто в семье, правда, у кого-то просто все идет своим чередом. И вот даже несмотря на какие-то, ну, внезапности, да, или какие-то такие скорые молниеносные новости, то для вас, ну, это внешние какие-то события вас заставляют перестроиться. Ладно, а что же по деньгам, хотя нам тут показали? Ну вот правда, выход какой-то из лабиринта. Вам придется по деньгам принимать важные решения. Всегда об этом говорит туз мечей. Может быть, вы кому-то откажете. Все-таки меч. Мы как отрезаем или мы отказываемся от чего-то. А у кого-то это может быть, знаете, ситуация и рабочая тоже. Может быть, как дополнительный доход. И теперь вы будете решать, что же основной доход, а что же дополнительный. Или как-то распределять свое время. Чего это касается, хочется спросить. Карта мир. Но у вас и выбор, и посмотрите, вы подводите итоги. Какая-то перезагрузка у вас идет, мои дорогие. 21-й старший аркан– это когда вы можете согласовать сложный вопрос, решить какую-то злободневную тему, когда вы сможете договориться с важными персонами, с которыми, ну, просто нужно поддерживать вот этот диалог или баланс, или дипломатию. Здесь сама по себе карта мира, дипломатии, пусть установится мир, да, и чтобы было больше позитивных эмоций в жизни каждого из нас. Но это еще, если мы как исполнение желаний, это тоже тот корабль, который вам выпал, и это тоже карта знаменует. Но не так просто, не само по себе, а вашим выбором, вашими решениями и вашей решимостью. Но потенциал есть. Перекладывайте на себя, и я благодарю за вашу поддержку, за вашу помощь, за ваши волшебные комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.